Я восторгаюсь анимацией. К этой мысли я пришел только в процессе создания этого ролика. Но интереснее то, что понял я это вследствие изучения и пересмотра мультфильмов именно студии DreamWorks. Той студии, которая имеет далеко не лучшую репутацию. В один день они могут выдать непревзойденную классику, а на следующий кануть в пропасть посредственности. В первый день они делают искусство, а во второй коммерцию как самоцель. За последние 10 лет DreamWorks не сделал почти ничего путного, кроме двух частей «Как приручить дракона» и еще одной-двух неплохих картин. В остальном же это всякие боссы-молокососы, тролли, капитаны-подштанники и так далее. А это на секундочку студия, которая в свое время эпохальным образом определила судьбу анимации, создав Принца Египта, второго Шрека, Кунг-фу Панду, Мегамозга и еще ряд монументальных произведений. Почему же такая студия по итогу не делает ничего толкового? Давайте об этом поговорим. На нашем пространстве любят говорить такую фразу, как «раньше было лучше». И я всегда был противником этого, ведь в истории человеческой в любом поколении было и выпускалось что-то хорошее и плохое, плюс-минус в одинаковом соотношении. Просто на то, чтобы понять хорошее, нужно больше времени. Потому и в данный момент почти невозможно полностью охватить то самое хорошее, что выпускается сейчас. Но в следующем предложении я скажу вам совсем обратную вещь. Мне кажется, что эта фраза имеет место быть в наше время относительно анимации, но немножко в другом смысле. И объяснить это вам в полной мере я смогу только на примере DreamWorks. Раньше был определенный ряд анимационных студий, которые почти полностью занимали нишу. Сейчас дела обстоят так, что те студии, которых были передовыми лет 15-20 назад, сейчас либо закрываются, как недавно это сделали Blue Sky, либо поглощаются своими большими братьями. Например, случай Pixar с Disney. И на самом деле DreamWorks тоже попал под это в 2016 году, но об этом чуть позже. Дримы в свое время были теми, кто двигал индустрию. Шрек и вовсе стал чуть ли не главным достоянием человечества. Лично для меня эта студия имеет основополагающее значение. Хоть на моем канале и больше видео по студии Pixar, DreamWorks оказал на меня влияние посильнее адептов Диснея. В свои 10 я досконально знал сценарии Кунг-фу Панды, Мадагаскара, первого и второго Шрека. Эти мультфильмы были для меня всем, и я уверен, что далеко не один такой. Это знаковые произведения. Смотреть их без мурашек по коже мне не представляется возможным. И оттого сложнее смотреть на то, что студия уже совсем не пытается делать хоть что-то отдаленно напоминающее искусство. DreamWorks лучше любой другой студии демонстрирует нам какое-то внутреннее противостояние между желанием создать нечто прекрасное и коммерцией. Как говорил один зарубежный блогер, у дримов нет своей идентичности. Они просто клепают все подряд в надежде, что хоть что-то зайдет. Увидев какой-либо их мультфильм, вы едва ли сможете понять, что это произведение именно этой студии, что, конечно, негативно сказывается на восприятии DreamWorks со зрителями. Вообще, любой компании нужна своя идентичность, так как это помогает привлечь аудиторию и создать некий ореол вокруг их творений, добавить узнаваемость. И у спонсоров данного ролика, а именно HyperX, с этим все отлично, тут уж я ручаюсь. Если вы вдруг не знаете, чем они занимаются, то HyperX это бренд геймерской периферии. Высококачественные наушники, микрофоны, клавиатуры, мышки, оперативная память и так далее. Знаю многих людей, которые пользуются этими девайсами и довольны их качеством. С 16 по 21 марта у них пройдет глобальная акция HyperX Loot Drop. Большой выбор геймерской периферии и аксессуаров по скидкам до 30%. Для профессионалов есть мышь весом 59 грамм и наушники с 3D звуком, а для новичков можно взять бандл и сэкономить еще больше. На сайте указаны все партнеры и страны, в которых будет проходить акция. Это всего 6 дней, поэтому скорее проходите по ссылке в описании. Историю DreamWorks можно описать уже клишированным словом «трагикомедия». Компания основывалась на лжи, смерти и жажде мести. Основатель студии Джеффри Катценберг – это человек, которого выперли из Диснея после смерти одного из боссов. Сам по себе Джеффри не брезгает лукавить и плагиатить. В 1994-м Катценберг крадет креаторов Диснея и вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффином основывает свою собственную студию. Первый их мультфильм – это плагиат пиксаровского приключения Флика – «Анс».
Да-да, многие до сих пор не знают, что это два разных мультфильма. Джеффри был осведомлен о том, что Pixar собирается выпустить подобный мультфильм, так как тесно общался с режиссером и автором истории приключений Флика. Из-за всего этого инцидента с Джеффри связывался сам Стив Джобс, но к компромиссу они так и не пришли. Ладно, боссов пока что оставим в покое. В дальнейшем они еще будут фигурировать в этой истории. Когда я изучал информацию к этому ролику, то меня несколько поразил один факт, о котором я особо не задумывался ранее. Все вы не понаслышке знакомы с тем, что Disney делает со своими франшизами. А именно, выпускает посредственные сериалы по полнометражным мультфильмам, что хайпанули. И Диснею это позволено. У них есть достаточно произведений для этого. Но забавно то, что DreamWorks с самого основания пытается делать все ровно так же. Только вот разница в том, что у Дримов нет такого количества мультов, как у Диснея. Вы вот, например, знали, что есть 10 сезонов по Спириту. Я вот нет. И ведь по сути Спирит — это феерически неизвестный мультфильм. Ну, в сравнении. Кстати, передаю привет парню, который уже 1,5 года просит в комментах сделать ролик по Спириту. Почти каждая картина DreamWorks делается с расчетом на то, чтобы в итоге продать игрушки и создать пару-тройков посредственных мультсериалов по типу Бэйби Босса, Троллей, Крутцев, Как приручить дракона и так далее. Но я вовсе не против такого. Все-таки мультипликация — это в любом случае бизнес. Я не против того, что студии пытаются на этом заработать. Только если они вносят какой-то вклад в индустрию, культуру, историю, искусство в конце концов. Ведь в противном случае в этих произведениях не будет никакой ценности. Возьмите «Как приручить дракона», например. Сама концепция предполагает себе коммерцию. Но отличие этого проекта от, скажем, «Босса-молокососа» в том, что это хороший мультфильм с точки зрения сторителлинга, звукорежиссуры, анимации в конце концов. Там нет сортирного юмора. Картина работает на нескольких уровнях, когда во всем происходящем интересно рыться взрослому, и ребенку тоже есть под что попить молока. Я не буду сейчас подробно разбирать эти два произведения, но все те преимущества, которые присущи «Как приручить дракона» и которые отсутствуют у «Босса-молокососа», можно объяснить лишь искренним желанием к созданию чего-то прекрасного. Любви к своему делу, творческой свободе, мастерству и, конечно, таланту. Я понимаю, что сейчас это выглядит голословно, но возможно я подробнее это разберу в одном из следующих роликов. А возьмите Кунг-фу Панду, к примеру. Это же фундаментальная картина. У меня на канале целых 5 роликов, где я говорю про эту одну историю. Если вы не смотрели эти видео, то вкратце, первая часть Панды — это, возможно, самый яркий пример того, что происходит, когда талантливые люди делают что-то с душой. Столько тем только вокруг одной фразы Угвея, гениальнейший злодей Tai Lung, который с точки зрения сторителлинга почти идеальный. Развитие истории, детали, отдача на озвучке, да практически везде все на лучшем уровне. Все, кто работал над проектом, отдались этому произведению и по итогу родили нечто выдающееся. Кунг-фу Панда — это искусство. То, что не умрет еще очень долго, в отличие от последних картин студии. Тот же Шрек — это субверсивный шедевр. Он буквально перевернул представление о том, как можно было делать кино. Тоже сделал и Мегамозг, представил иной взгляд на понятие злодея и героя и на вопросы, рассматриваемые во всей киноиндустрии. А «Принц Египта» никто до и после не осмеливался взять за основу конкретную историю из Библии, придумать к ней завязку, переосмыслить где необходимо, убрать религиозную пропаганду, добавить совсем новый конфликт и исполнить это на таком высочайшем уровне. Все это DreamWorks. Смелые, субверсивные, противящиеся всем устоям, рвущие шаблоны, меняющие игру. Но сейчас у Дримов все работает по другому принципу. Одно дело то, что они паразитируют на своих же успешных проектах, другое то, что их новые мультфильмы совсем не предлагают глубину и альтернативу. Они создают однотипные произведения, которые в основе имеют типичную структуру, банальные идеи и глупые, общеизвестные образы героев. Одним словом, они делают мультфильмы для детей. Их ленты теперь почти то же самое, что и Джонни Yes Papa, Baby Finger, Baby Shark и подобное. Дети захватили не только YouTube, но и индустрию анимации. Вроде бы это понятно, и мульты якобы априори для детей, но мы ведь с вами знаем, что это не так. Ничто не мешает сделать хорошую картину, которая будет нравиться и детям, и взрослым. DreamWorks доказывал это столько раз, но по итогу понял, что легче делать однотипный контент для зародышей или нетребовательной публики.
И точку на этой истории боссы поставили в 2016 году, когда продали студию компании под названием Universal Pictures, которая владеет другой студией – Illumination. Если вы не знаете, кто это, то сейчас расскажу. Это главный паразит современной анимации. Тот, кто породил Миньонов, Зверопой, Секретную жизнь домашних животных и так далее. Контент для детей. Сейчас можно очень легко провести параллель между Дримами и Illumination и понять, что они становятся одной и той же студией. Уже и так были попытки их соединить, но пока не получилось. Хотя по контенту разницы особо нет. Если смешать картины Illumination и Дримов последних лет 5, то будет казаться, что это одна и та же студия. Изначально, создавая этот ролик, я хотел поговорить на тему, что такое искусство и где же эта грань между коммерцией и творчеством. DreamWorks — это переходная версия. Они сами не знают, за что стоят. Не брезгуют делать заурядность, но и порой выдают нечто хорошее и даже больше. Такой подход очень тесно переплетается со мной и моим каналом, который я веду по похожему принципу. Мне кажется, что в определенные отрезки времени студия находила и держала идеальное соотношение этих двух составляющих. Они были за идею, но при этом, конечно, пытались и заработать. Если бы их подход оставался таким же и сейчас, то мы бы все еще видели в них большого игрока. Раньше было лучше. Сейчас я говорю это в контексте мультипликации в целом. В нулевых было 4 студии, которые правили игрой: Pixar, Disney, DreamWorks и Blue Sky, а также некоторые другие, которые время от времени делали хорошо. Сейчас дела обстоят иначе. Blue Sky закрылись, Disney все больше скупает конкурентов и забивает на оригинальные проекты, Pixar не может найти себя, а DreamWorks превращается в Illumination. Сейчас нет большого игрока, на мультфильмы которых можно было бы ходить и быть уверенным в качестве. Нет, Pixar все еще делает хорошо в техническом плане, но и они будто специально меняют приоритеты и начинают нацеливаться на детей. Чего стоит только тизер-трейлер нового их мультфильма «Лука». Раньше было лучше в том смысле, что тогда был сильный игрок, который бы противостоял трендам. Сейчас такого нет. Даже студия Ghibli уже начала делать какие-то безвкусные 3D мультфильмы. В последние годы в центре внимания Sony Pictures со своими Angry Birds'ами, монстрами на каникулах и эмоджи, Illumination с миньонами и Disney со всеми производственными мощностями. Нет, иногда появляются прекрасные проекты оттуда, откуда никто не ожидал. Например, Клаус или Человек-паук через вселенные. Но в основном все как я описал. Нужен сильный игрок. А возвращаясь к DreamWorks, я лишь скажу, что этим роликом хотел отдать должное студии, которая повлияла на меня и мое детство больше всего. Я не красноречив, не очень разбираюсь в многих вещах, но я поражаюсь, как можно было создать нечто такое, что человек будет пересматривать десятки раз и при этом неизменно испытывать эмоции, будто это происходит впервые. Смеяться над шутками, который слышал чаще шуток про военком, рыться во фразах героев, словно это критика чистого разума Канта, наслаждаться анимацией, будто это происходит за правду, и окунаться в историю, которая не существует, но которая на несколько часов становится для тебя реальнее реальности. Спасибо за все, студия DreamWorks. Я не верю, что ты вернешься, но всегда буду помнить, что ты когда-то была. И не забывайте про акцию от HyperX, все ссылки в описании.